Умные очки, которые имеют стильный дизайн, удобную эргономику, хорошие материалы, два стереодинамика с отличным звучанием, линзы с защитой от ультрафиолетовых лучей и защитой от синего света. Удобное управление одной многофункциональной кнопкой и хорошее время автономной работы. Обо всем этом, разумеется, можно прочесть в рекламе к умным очкам под названием Lenovo ThinkPlus Smart EV MG10. Напоминаю, кому интересны подобные штуки, у меня на анкеровские такие же очки-наушники есть обзор. Обязательно посмотрите по ссылке в правом верхнем углу. Там чуть-чуть другой уровень. Но как же на самом деле дела обстоят у Lenovo, сейчас я вам расскажу. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы с вами будем обозревать очки Lenovo. Притом это а-ля умные очки, разумеется, здесь есть поддержка Bluetooth, и разумеется, это что-то похожее, как было, помните, у анкеров. Что здесь должно быть? Здесь должна быть штука, которая позволяет вам слушать через вот эти вот прелести собеседника и музыку. И вот так модно вы должны выглядеть. Понятно, что разумнее всего было бы все это дело обозревать к лету, но что есть, то есть, и когда пришли, тогда и пришли. Что здесь интересного? Разумеется, это мешочек для переноски. Вот такой вот красивенький. Разумеется, это протирочная бумажка. Разумеется, это много-много макулатуры, которая как без нее. И, конечно же, вот такая интересная зарядочка, магнитная притом. И притом с одной полярностью. Интересно, с какой стороны тогда заряжать? Где? Где это место для зарядки? И 334, верх не вижу, низ не вижу. Где-то два контакта. Вот здесь. Разумеется, на этом деле оно висеть никак не сможет, хотя вот он, супер-мега легкий пластик. К сожалению, я не вижу, чтобы здесь, как у, опять же, анкеровских наушников-очков, была возможность снимать их. С другой стороны, я скажу, что они менее габаритные, и по мне они более удобны. То есть эти прямо ощущаются, как обычные солнечные очки. Вот такая документация у нас, такой вот лейбл. Ну, все как у всех. Коробка, разумеется, побита. Вес Lenovo, как всегда, супер эконом, и 43 грамма, учитывая, что мои очки весят 20, считайте, не такие они и тяжелые. Носоупор резиновый, можно двигать. В целом, давайте еще по размеру вас сориентирую. В максимально широкой части 146 миллиметров, высота вот этих прелестей 49, и по этим стеклам, опять же, ширина 128 миллиметров. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца иногда много, и мои контакты в описании. Не забываем подписываться на телеграм-канал Болталк, у нас там больше 13 тысяч человек, и телеграм-канал Скидок, потому что скоро сейл, нас там уже 73 тысячи человек. Напоминаю, что 11 ноября я разыгрываю iPhone 14, остальные розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к умным очкам. В продаже имеется версия с линзами, которые имеют защиту от солнца, а также обычный вариант. Расцветок также на выбор несколько. Это стандартные черные, фиолетовые и синие. Возможно, имеются еще какие-то расцветки, но на Алиэкспрессе доступны только черные. Дизайн устройства интересный, и выглядят они неплохо. Материалы не топ, но и плохими я их очень не назову. Потертости за время эксплуатации на очках не появились, так как я в основном их носил в мешочке для переноски. Материалы не марки, и отпечатки пальцев не собирают, это хорошо. Выполнены они из матового пластика, особый плюс. Крепление душек к оправе металлическое. Дужки нужно откручивать, чтобы поменять оправу. Это не особо удобно. Сборка хорошая, но некоторые моменты можно было бы оформить значительно лучше. При носке дискомфорта я не обнаружил, что радует. Даже при длительном прослушивании музыки данные очки показали себя хорошо. Дужки на уши не давят, так как очки, не сказал бы, что тяжелые. Но соупоры очень удобные, так как они, по всей видимости, выполнены из силикона. Вдобавок сгибаются как удобно. Далее линзы из поликарбоната с защитой от синего света и защитой от ультрафиолетовых лучей UV400. Днем с ярким солнцем линзы справляются хорошо, но как по мне, действительно хорошие солнцезащитные очки справляются куда лучше с этой задачей. Небольшие искажения присутствуют, я бы даже сказал, они минимальные. Разумеется, данную модель я бы не рассматривал для использования в домашних условиях, но с обычными линзами, я думаю, их использовать для просмотра фильмов или работы за компьютером вполне возможно. Летим дальше. На
подушках расположили по 3 отверстия под динамики, в общей сумме их 6. Из-за наличия двух динамиков по 10 мм мы имеем стереозвучание, о котором мы поговорим чуть-чуть позже. Импеданс 16 Ом, чувствительность 101 дБ, частотный диапазон стандартный от 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность микрофона тоже плюс-минус стандартно 38 дБ. Далее есть название компании, микрофоны, контакты для зарядки, многофункциональная кнопка, а вот датчиков приближения я не обнаружил, их здесь нет по сути. Из нажатий доступна плей-пауза, переключение треков как вперед, так и назад, ответ сброс вызова, вызов голосового ассистента. Управление максимально интуитивно понятное, на нажатие откликаются быстро, команды не сопровождаются какими-либо звуками, только включения сопровождаются женским голосом на китайском языке. Летим дальше. Емкость аккумулятора 120 мАч, полный цикл зарядки занимает 58 минут, отыграли они на 100% громкости у меня 4 часа 13 минут по кодеку AAC, что довольно скромно. Быстрой зарядки я не обнаружил, автоматически подключаются к ранее сопряженному устройству после включения, мультипоинта, разумеется, нет, как и анимации. Защита от пыли и брызг IPX4, окунать в воду я данное устройство не буду, но я сымитировал легкий дождик, после чего очки остались ура живы. Динамики не пострадали с первого взгляда, что радует. Далее, приложения, к сожалению, нет, во всяком случае, я его нигде не обнаружил, это такой приличный фейл для подобного устройства. Bluetooth не самый убогий, но и не лучший версии 5.0, после него еще 3 вышло, как вы знаете. Из кодеков на борту AAC и SBC через одну стену связь держат очки хорошо, а через две стены уже появлялись небольшие обрывы звука. Задержка на YouTube приемлема, смотреть видео можно без проблем. В играх задержка сильно заметна, играть в шутеры некомфортно, так что для игр данные очки использовать не вариант по мне. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны справляются не мрачно, в целом голос сильно не искажается, но перегруз есть, вдобавок не маленький. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов вот в таких вот штуковинах, притом в них слышно нормально, просто слышно всем. Но это смотря как смотреть, потому что почти во всех вкладышах такая же беда. Хотя это не вкладыши. Ну, в целом, еще раз, такая штука имеет право на жизнь. Не думаю, что микрофоны отличные. С одной стороны. С другой стороны, это же не важно. Главное, Lenovo попыталась, и внешне это неплохой вариант. Мне вот нравится. Напишите, как вам. Смотрим. Пример работы Lenovo Smart EV на улице. Вы сами слышите, как они работают. Ну, если можно сказать, что это работа или назвать это работой. Но раз помним, что это Lenovo, два помним, что это продукт из разряда по фану. И ребенку-подростку подарить, либо взрослому, у которого все есть. Вот так на улице они отрабатывают. Звучание. Небольшой запас громкости есть, каша присутствует, но только на 95% громкости и выше. Звучание, как для подобного устройства, меня порадовало ко всему за такую стоимость. Звук имеет неплохой баланс, высокие частоты звучат приятно, середина имеет неплохую проработку. Низкие обрезанные и слегка хрипят, что неудивительно. В общей картине звучание не кажется плохим, так как детальности достаточно, вокал отыгрывают они хорошо, инструментал различим. Но про басхедность можете забыть. На максимальной громкости на улице прохожим будет слышна композиция, играющая в очках, но не отчетливо. При прослушивании музыки окружающие звуки слышны, но не мешают прослушиванию, как, к примеру, если использовать вкладыши. Минусы: нет датчиков приближения, нет приложения, лютейшая задержка в играх, маленькая автономность и нет регулировки громкости, что очень странно, могли бы две кнопки сделать. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, это из разряда супер-мега-эконом, когда ты смотришь цену на те же Анкера и смотришь цену на Lenovo. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо, вы помогаете проекту, не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок и зайти 29, 30, 31 октября у меня будут стримы по советам. 29 наушники, 30 часы и 31 смартфона. Что бы я советовал приобрести в ноябре, понятно, что бежать не стоит, но мое мнение вы услышите. Резюмирую, Lenovo ThinkPlus Smart EV MG10 очень специфическое устройство. Как для подарка данные очки отличный вариант, так как это необычно, вдобавок они выглядят стильно, и звучание не отнесу к
плохому. Также отмечу удобное управление одной физической кнопкой. Огромное всем спасибо за просмотр, и учитывая их стоимость, девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.